Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов отдельный привет, слова благодарности. Спасибо вам за ваши комментарии, за теплые слова, за пожелания, за поддержку. Я к вам сегодня с новой палитрой, с ниточками, мы с такими уже работали, да, кто давно на канале знают. Палитры такой у меня еще не было, смотрите. Новички, кто еще не вязал, смотрите. Alize Angora Gold называются нитки. Идем дальше, смотрим. Здесь получается в 100 граммах 550 метров находится. По составу, что это за ниточка? Смотрим. 80% акрил, 20% шерсть. И мы сюда смотрим, когда берем крючок, выбираем. Видите, написано от двоечки до четверочки. Вы можете брать такую же пряжу, любую пряжу, да. Самое главное, читайте, какой вам советуют брать крючок. Мои все узорчики, они универсальны, можете из любых ниточек вязать. Я беру крючок троечка. Так, ниточку эту я вязала троечкой, в принципе, мне понравилось. Чтобы не забыть, назову вам сразу же цвет. Цвет 152. Посмотрите, он такой интересный. Он как бы и меланжевый, да, назвать его. То есть он не одноцветный. В нем есть такие вот как бы прожилочки, да, видите, темных светленьких ниточек. Угу. В принципе, на камеру, видите, как бы я вот могу сказать, что передается прям точь-в-точь, как он есть на самом деле, данный цвет. Итак, конечно, данные ниточки хороши для чего? Для палантинчиков, для шалик и так далее. Но не ограничивайте себя, пробуйте, вяжите кофточки, кардиганчики. Узорчик сегодня несложный. Узорчик, схемки, к сожалению, нету, поэтому повторяйте за руками. Ниточка сама по себе несложная, да, но для новичков будет, возможно, первоначально немножко тяжеловато. Видите, вот эти вот ворсиночки от ниточек, видите, вот. Они могут цепляться, поэтому сильно тонкий крючок не берите, берите средний крючок, а уже опытные мастера-мастерицы спокойно справляются, да. Не забудьте один момент, что распускать данную ниточку сложно. Можно, но сложно, поэтому заранее просчитывайте количество петелек, просчитывайте количество столбиков. Ну что, свяжем? Давайте. Так, раппорт сегодняшнего узорчика 10 петелек. Я наберу 41 воздушную петельку, чтобы красивый узорчик закончился, да? А вы смотрите, как вам удобнее. Набирайте либо больше, либо меньше. Итак, все как всегда. Получается, вначале мы делаем петельку фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот Наш будущий образец. Далее настоятельно рекомендую, особенно новичкам, сделаем дополнительный ряд вспомогательный, да, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. Опытные мастерицы могут данный ряд уже не делать, приступать непосредственно к узорчику. То есть можете перемотать. Итак, новички, смотрим. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Это у нас получается столбик с накидом. Далее в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Понятно? И так далее. Шагаем в каждую петельку цепочки, то есть в нашу каждую вот эту петельку косички, и провязываем столбики с накидом. Для чего? Дело в том, что изначально, когда вы только учитесь, да, вот в этих петельках вы можете запутаться. Пропустили, не пропустили, провязали, не провязали. Но когда вы будете делать непосредственно узорчик, то мимо вот верхушек столбиков вы точно не пройдете и не ошибетесь. Понятно? Все. И вот так вот до конца ряда провязываем, сколько у вас здесь петелек. Не забываем, что 3 петельки первые, которые провязали, это тоже имитация столбика с накидом. Мы считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Я уже 6 столбиков провязала. Давайте, и вы тоже провязывайте до конца ряда. В конце ряда с вами встречаемся. Договорились? Несложно. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш дополнительный вспомогательный ряд. Теперь нам будет намного проще и легче вязать узорчик. Итак, воздушная петелька, поворот. И сюда же ныряем в верхушку этого же столбика и провязываем столбик без накида. Есть.
Далее, смотрите, одна воздушная петелька, пропускаем один столбик и в следующий столбик без накида. Маленькая такая арочка сформировалась. Далее делаем накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в третий столбик ныряем, вытягиваем ниточку и не провязываем, подтягиваем вот так вот, раз, подтянули, держим на крючке. Накид, второй раз также сделали, подтянули, накид, третий раз также сделали и четвертый раз так сделали. Теперь все вместе провязали полностью и обязательно зафиксировали. У нас сформировался такой пышный столбик. Напомню, что в пышном столбике вы можете делать сколько угодно накидов, сколько угодно петелек. Чем пышнее столбик, тем эффектнее смотрится. Но, естественно, тем больше он кушает пряжи. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Делаем точно такой же пышный столбик еще раз здесь. Накид 1, накид 2, накид 3, накид я делаю 4, вы можете делать 3, 5, 7 и так далее. Поняли, да? Все вместе за один раз провязали и обязательно зафиксировали. Второй пышный столбик. 2 воздушные петельки. И точно так же еще раз делаем еще один пышный столбик. 1, накид 2, накид 3, накид 4. Провязали полностью все и зафиксировали. Вот у нас уже 3 пышных столбика. 2 воздушные петельки и последний столбик пышный делаем точно так же. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Все вместе за один раз провязали, зафиксировали. Угу. Вот как бы получился такой веерочек из пышных столбиков. Далее воздушная петелька. Пропускаем 2 столбика, в третий столбик провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый провязываем столбик без накида. Вот наша арочка. Вот здесь была как бы пол арочки, да? Мы один столбик пропустили. Здесь 3 столбика пропустили. Далее накид. Пропускаем опять 2 столбика. 1, 2. В третий делаем точно такой же веерочек, состоящий из пышных столбиков. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И опять накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Третий столбик делаем накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И последний. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И опять пропустили 2 столбика, в третий столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 столбика пропустили, в четвертый опять столбик без накида. Поняли, да? Вот, и таким вот образом вы делаете арочка, веерочек, да? Арочка, веерочек, арочка, веерочек до той длины, до которой вы провязали образец. Все, давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Будет красиво. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот практически до конца довязали данный ряд, да? Как мы заканчиваем? Вот, смотрите, после последнего столбика, да, после веерочка, опять также пропустила 2 столбика и в третий провязала столбик без накида. И заканчиваем точно так же, как и начинали. Помните, да, здесь маленькая арочка была. То есть делаем одну воздушную петельку, пропускаем 1 столбик, и вот там, где 3 петельки подъема, в третью петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот, сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. Есть. Потом мы делали одну воздушную петельку, вот в эту арочку, мы в нее тоже ныряем и провязываем 1 столбик без накида. Просто повторяйте, потом вы поймете принцип. Далее воздушная петелька. Теперь смотрите, мы когда вязали с вами вот этот вот веерочек, да, у нас сформировались 3 арочки. 1, 2, 3. Сейчас будем работать только с этими арочками. Итак, накид. В первую арочку нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, накид. В эту же арочку опять провязываем второй столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька, перепрыгиваем в среднюю арочку и провязываем точно так же. Столбик с накидом 1,
воздушная петелька, столбик с накидом 2. Угу. Вот такие вот арочки у нас еще дополнительно появляются. Воздушная петелька. И в третью арочку прыгаем и провязываем точно так же. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Поняли, да? То есть здесь получается столбики с накидом и между столбиками по одной воздушной петельке. Итак, воздушная петелька. Теперь смотрите. Вот наша арочка. Помните, делали 3 воздушные петельки. Мы работаем опять только с арочкой. Ныряем в эту арочку, и у нас 3 воздушные петельки. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Понятно? То есть вот как в самом начале мы провязали, получается, в арочку 1 столбик. Здесь у нас вот эти 3 столбика. Далее повторяемся то же самое. Воздушная петелька и работаем с арочками веерочка. 1 арочка, 2 арочка, 3 арочка. Итак, в первую нырнули, провязали столбик с накидом 1, воздушная петля, столбик с накидом 2. Воздушная петля, в следующую арочку ныряем, столбик с накидом 1, воздушная петля, столбик с накидом 2. Воздушная петля и в третью арочку нырнули. Столбик с накидом 1, воздушная петля, столбик с накидом 2. Опять воздушная петля и вот наша арочка из 3 воздушных петелек. Здесь будут столбики без накида. 1, 2 и 3. Понятно, да? Все, несложно. Самое главное, не забывайте, что между каждым столбиком должно быть по одной воздушной петельке. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики провязали. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. То есть получается, вот последний столбик провязали, воздушная петелька. И здесь ныряем вот в эту арочку из одной воздушной петельки. Помните, да? Делали одну воздушную. Провязываем столбик без накида 1. И в самый последний столбик без накида провязываем столбик без накида 2. Все. На этом ряд наш закончен. Далее. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сейчас будьте внимательны. Мы будем делать с вами точно такие же шишечки, да, только наоборот. Поэтому, если мы с вами делали здесь 4 петельки, 4 накида, то точно самое мы должны сделать и здесь. Если вы делали 3 петельки, 3 накида, либо 5 петелек, 5 накидов, ну поняли, да, чтобы одинаково было. Итак, вот эти 3 петельки подъема, это считается как 1 петелька и накид. 1. Сюда же, в этот же столбик ныряю. Получается у меня 2, 3, 4. Держу все на крючке. Накид. Теперь внимательно смотрите. Я перепрыгиваю. Вот. Получается в первую, ну, грубо говоря, рогаточку, да, у нашего веерочка. В первую. Накид. 1. Сюда же накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. А потом не в центральную рогаточку я прыгаю, а вот между рогаточками. 1 воздушная петелька была. 1. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. А вот теперь все вместе я вот так вот беру петельку, вот эту, видите, ниточку, держу пальцем. А ниточку, получается, протягиваю через все петельки, аккуратно, не торопясь. Оп, видите? Теперь смотрите, что я делаю. Подтягиваю хорошенько все. И вот в эту ниточку, которую я держала, я в нее ныряю вот в эту петельку. И провязываю вот таким вот образом. Оп, все, видите? То есть это как бы у нас будет половинка нашего вот такого веерочка. Идем дальше. Провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим. Вот наш веерочек. Так, вот мы первую рогатку провязали. Вот наша вторая рогаточка. Назовем ее так, да? Ныряем вот в эту рогаточку, получается, и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И теперь смотрите. Будем работать, получается, вот между рогатками вот эта вот арочка, вот с этой арочкой и с этой рогаточкой. Угу. Накид в арочку. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. В моем случае 4. Непосредственно в саму рогаточку. Накид. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Так. Идем дальше. У нас здесь было 3 столбика без накидов. Самый центральный столбик точно так же делаем. Все петельки на крючке держим. Накид в центральный столбик. 1, накид. 2, накид. 3, накид. 4. Дальше смотрите. Все держим опять же на крючке. Переключаемся к следующему веерочку.
Вот наша арочка, рогаточка, да, и после рогаточки вот эта вот арочка. Понятно? Угу. Итак, накид 1, накид 2, накид 3, накид 4. И вот, получается, между центральной рогаткой и первой рогаткой вот эта арочка. И в нее 1, накид 2, накид 3, накид 4. Гляньте, сколько у нас петелек на крючке. Поэтому аккуратно сейчас провязываем. Держим точно так же пальчиком левой руки. Держим ниточку. Крючком захватываем рабочую ниточку и аккуратненько полностью протягиваем через все петельки. Если что, перехватываем немножко, да? Протягиваем, 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 протягиваем. Протягиваем, протягиваем, протягиваем. Вот моя ниточка. Вот она. Вот она, ниточка. Получается, я за нее держу, а рабочую ниточку подтягиваю, чтобы все стянуть. Опять ныряю в эту ниточку, вытягиваю петельку и тут же сразу же провязываю через петельку на крючке. Аккуратненько. Оп. Все. У меня получается, видите, вот точно такой же веерочек, да, он, конечно, будет попышнее. Здесь у нас было 4 лепесточка, так скажем, здесь будет 5. Видите? Все, красота. Опять делаю 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяюсь столбиком без накида вот к этой рогаточке. Угу. Дальше будет опять 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И точно так же в арочку, в рогаточку, в центральный столбик без накида, в, получается, рогаточку, в арочку. Все точно так же делаем, как делали здесь. Если что, перематывайте назад. Угу. Пробуйте. Получится очень красиво и аккуратно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наш ряд с перевернутыми, так скажем, да, веерочками готов. Вот мы здесь, получается, сделали 3 лепесточка, да, из 5. И последний, получается, у нас веерочек будет состоять тоже из 3 лепесточков. 1, 2, 3. Несложно, да? Далее что мы делаем? Воздушную петельку, поворот. И сюда же в верхушку вот этих вот 3 лепесточков ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее у нас идет арочка из воздушных петелек. Мы провязываем в эту арочку 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Мы в него ныряем и провязываем столбик без накида. Далее опять арочка. Мы провязываем ее тоже 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Потом, смотрите, у нас опять тут 5 лепесточков, да? Мы в центр, получается, ныряем и провязываем тоже столбик без накида. Так, столбик без накида. Держись. Есть. И так далее. Смотрите, там, где арочка, 4 столбика. Там, где столбик, 1 столбик. Там, где арочка, 4 столбика без накида. И в центр нашего веерочка тоже столбик без накида. И так до конца ряда. Понятно? Несложно. Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Вот получается наш вертикальный раппорт узорчика закончен. Дальше будет только повторение. То есть сейчас мы с вами будем начинать вязать с самого первого ряда. Итак, вспоминаем. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в этот же столбик, столбик без накида. Так. Дальше, помним, да, была здесь маленькая такая арочка из одной воздушной петельки. Делаем одну воздушную петельку, столбик 1 пропускаем, видно, да? И в следующий столбик провязываем столбик без накида. Далее вспоминаем. Мы пропускали 2 столбика, 1, 2, и в третий столбик ныряли и провязывали веерочек из пышных столбиков, да? Итак, то же самое здесь. Накид 1, нырнули. Накид 2, накид 3, накид 4. Аккуратно все вместе провязали и зафиксировали. Есть. 2 воздушные петельки. Второй пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали. Аккуратненько зафиксировали. 2 воздушные петельки. И опять сюда же. 1, 2, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Последний, получается, 4-й пышный столбик сюда. 1, 2,
3, 4. В моем случае 4, да, ваши может быть и 3, и 5, и 7, и так далее. Зафиксировали, воздушная петелька. Смотрите внимательно. Получается, 2 столбика пропускаем, в третий провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И пропускаем, получается, 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый опять столбик без накида. То есть точь-в-точь, как мы с вами провязывали самый первый ряд. Понятно? Все. Дальше будет только повторение вот этого вертикального раппорта. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я, получается, провязала еще 2 вертикальных раппорта узорчика, да? То есть, получается, если у нас один раппорт узорчика, это 1, 2, 3, 4 ряда, получается 4, 8, 12. И самый первый, получается, наборный ряд 13 рядов. Гляньте, какая ажурная красота. Вашу копилочку узорчиков. Это может быть палантинчик, видите, он двусторонний. Это может быть кардиган, кофточка, это может быть снуд, да? Интересно? Интересно. Не сложно, вообще не сложно. Единственное, приноровиться просто собирать вот эти вот лепесточки и все. А так будет очень даже шикарно, классно. За счет воздушных петелек вот так вот тянется и вот так вот тянется данный узорчик. Красота, красота. Давайте замерим. Итак, получается, я набирала 41, да, воздушную петельку. Это у нас, если этой же пряжи, этим же крючком, этой же плотностью вязания, ну вот, получается, 22 точно, 22,5 сантиметра. Так, а вертикально у нас здесь получается, ну вот, 13,5 сантиметров. В принципе, неплохо, да? Вы можете данный узорчик вязать из очень тоненьких ниточек на лето топик, да? Вы можете вязать из толстых ниточек, это будет очень шикарный такой большой, возможно, снуд, шарф, кардиган, да, кофточка. Возможно, это будет один из элементов. Вы, возможно, будете вязать какое-либо изделие из нескольких узорчиков, да? Это будет тоже один из узорчиков. Может быть, это будут кармашки, да? Если там, например, какой-то будет либо интересный кардиган, либо, может быть, палантин, знаете, такие с кармашками бывают. Красота. Необычно, необычно. Можно одним цветом, можно разными цветами вязать. На ваше усмотрение. Кто уже знает данный узорчик и вязал данным узорчиком, обязательно оставляйте комментарии. Нам тоже интересно будет, где можно использовать данный узорчик. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.